Так, как видно, как слышно. Я хорошо слышу. Так, Елена Томская. Так, что-то Энди не может попасть в Zoom. О, вот и Энди. Hello. Well, that was exciting. Это было интересно. I don't know why my just going to get rid of that. I couldn't open Messenger on my computer. Не понимаю, почему не мог открыть мессенджер на своем компьютере. So I was getting more and more anxious, and I'm having to tap. И я начал немного нервничать. Пришлось даже постукивать себя, чтобы успокоиться. So I apologize for starting late. Извиняюсь за то, что мы немного задержали старт. Ну, судя по всему, у тебя получилось, так что теперь ты можешь обучить этому своих новых студентов. I'm glad that we finally here. Yeah. And so let's start. Okay. It's only 4 minutes, so that's reasonable. Мы немножко еще подождем, пока все дособерутся, потому что я вижу, что здесь кое-кого не хватает. Вот. We'll wait a couple more minutes for the others. Okay, right. Well, I see some familiar faces, so come back. That's good. Да, скажи, что у Вижу нас... некоторые знакомые лица здесь сегодня. Рад, что вы с нами. Александр? Да, у нас есть тут одна девушка из самой дальней точки России, город Артем. We have one girl here from very far away from the city of Artyom. Да, и там уже вечер. And she's having evening. We have the morning, and she's having evening. Okay. Well, thank you. Надеюсь, что это принесет ей пользу, что она не зря будет смотреть это все ночью.
Yeah, we hope that she will get a lot of usefulness of this seminar, and she doesn't fall asleep during it. Well, I hope everyone stays awake. Я надеюсь, что все сегодня не уснут. Well, how many more people are you expecting? Сколько еще хотите подождать, Александр? Ну, я думаю, пару минут подождем и все. Энди спрашивал, сколько людей еще планирует зайти, примерно, по вашим ожиданиям. Ну, я думаю, что еще пару человек. Ну, вот я не вижу как раз этой девушки с Артема. Oh, Татьяна Осипова здесь. Так, что-то я... well, it's nice to have the chat, but I can't read that, so I'm sorry I can't respond. Я рад, что у нас есть чат, но я не могу читать по-русски, к сожалению. Ну, я думаю, что со временем он изучит. Мы надолго. We have a long collaboration, Andy, so maybe one day you will be able to read in Russian also. Он может позвонить Брэду Йейтсу, и он пару слов уже знает. А как зовут друга? Еще раз. Брэд Йейтс. Брэд Йейтс. Alexander says that Brad knows some words in Russian, so you can ask him to teach you, Andy. Yes. Так, Brad, ну мы можем начинать уже. Там, кто опоздал, тот опоздал. Okay, we are ready to start. If Okay. somebody is late, they will connect us later. Great. Well, first, thank you for being here. Хочу поблагодарить вас за то, что я здесь. Just curious as to why you want to do this training. Why do you want to know EFT? Will you be using it for yourself, your family? Do you want to add it to your professional skills? Хотел бы для начала узнать, зачем вы здесь, зачем вы хотите изучать технику эмоциональной свободы для ваших друзей, для вашей семьи или же для вашего профессионального использования ее в дальнейшем. Don't everybody rush at once. Вы можете написать это в чат. So some people say for me, for myself. Well, over the earlier trainings, there were some very exciting things that happened. People used it in their psychotherapy and in their own practices. So I'm quite pleased about that. В ранних тренингах были люди, которые в основном изучали это для себя, для своей психотерапии. Я очень рад это наблюдать. Okay, so today is for some of you, if you've been here before, it might be a little just going over old ground, but I wanted to get everything in the introduction level one. It's the basics, and we want you to know a good foundation. Для многих, кто из вас был на более ранних тренингах, возможно, покажется, что мы снова и снова повторяем некоторые одинаковые вещи, вот. Но я считаю, что для каждого важно понимать, что есть базы и с чего начинается техника EFT. And if there are any questions, if there's anything that's not clear, please just write in the chat or ask, and I'll be happy to explain whatever points. Если вам что-то будет непонятно в течение семинара, прошу вас, не стесняйтесь задавать вопросы, и мы постараемся на них на все ответить. So at the end of today, the purpose is for you to be able to apply EFT for yourself, your friends, and family.
Цель сегодняшнего семинара – это изучение техники EFT, и чтобы к концу дня вы смогли ее использовать как для себя, так и для ваших друзей и семьи. And tomorrow we'll go into more of the other techniques of EFT. EFT stands for Emotional Freedom Techniques with a plural, right, George? And so tapping is one. Tapping is one of the techniques, but there are other things that we'll teach more tomorrow. Сегодня мы больше сконцентрируемся на технике таппинга, на основной технике эмоциональной свободы, но само по себе EFT – это сочетание многих техник, которые мы оставим на завтра. То есть сегодня таппинг, завтра остальные техники EFT. So I think of EFT as the interface, the connection between our thinking and our body. So our thoughts and emotions always expressed through the body. Техника эмоциональной свободы, по моему представлению, это связь между нашими эмоциями и нашим телом, потому что тело, оно всегда выражает наши эмоции. I'm always, this is the first time George and I have worked together, so I'm just testing to see how he's doing. Это первый раз, когда мы работаем со мной. Меня зовут Георгий, я переводчик, всем привет. Вот, и Энди сейчас проверяет, как я понимаю ли я его с полуслова. So far so good? We okay with that? Вот, показывайте палец вверх, если я неплохо справляюсь. Okay. So in 1920, Albert Einstein said E equals mc squared, which means everything is energy. Однажды Альберт Эйнштейн сказал, что энергия равно mc, то есть вообще все в мире есть энергия. And in Western medicine, it was founded on cutting up dead bodies. И вся европейская западная медицина, она была основана на вскрытии уже погибших людей или умерших. Yeah, so На изучении. Chinese medicine, they studied the living organism. А восточная медицина, в частности китайская, в основном изучала медицину на живущих, на тех, кто еще не умер. And in the 1980s and 1990s, the two philosophies started to come together. И на рубеже 90-х и 2000-х два способа, два подхода к изучению человеческого тела начали объединяться. And there's Dr. Roger Callahan, who was a psychologist and was studying acupuncture. И what's his name once again, please? Dr. Roger Callahan. Доктор Роджер Каллахан изучал технику акупунктуры, то есть прикосновений. And he was really the person who started the tapping. И он был как раз одним из создателей техники таппинга. But his program is called Thought Field Therapy, TFT. Once again, TFT, Thought Field Therapy. Но его техника называется не техника эмоциональной свободы, а техника мыслей и чувств. And in that program, they use different points for every issue. И в этой технике он использовал разные участки тела для лечения разных проблем. So it's quite complicated. И это достаточно сложная техника.
And Gary Craig studied with Roger Callahan. Gary Craig is the founder of EFT. Гэри Крейг, который является создателем EFT, он как раз начинал с Роджером Каллаханом. And he wanted to simplify and make things available to all of us. И он хотел все упростить и сделать технику EFT доступной каждому. So we have, with EFT, we have a single algorithm technique. Single algorithm means we always use the same points for everything. И техника EFT основана на единственной методике, которая подходит для работы с любой проблемой. So today we're going to talk about the setup phrase, reminder phrases, reversals, different aspects, so that you understand them and you can use them today. Сегодня мы поговорим о фразах постановки и о других фразах, чтобы вы могли их использовать используя технику EFT. And I'm going to try and take a break every hour or so just for 5 minutes to get a drink of water and if anyone has to use their facility. Я планирую каждый час делать перерыв на 5 минут, чтобы у всех было время попить воды или отлучиться. I'm just thinking about where to start here. Думаю, над чем начать. Как нам лучше начать? The thing that there were several things that were very important for me when I was introduced to EFT. Есть некоторые важные вещи, которые нужно понять, которые я сам понял, когда начал заниматься EFT. And one of them was that we looked at the negative. We're looking at the problem. И одна из них, это первое, что мы делали, это смотрели на проблемы и на негатив в нашей жизни. And 20 years ago, when I was first introduced to EFT, people wanted to focus on the positive and ignore the negative. Когда я начинал 20 лет назад знакомиться с техникой EFT, люди в основном фокусировались на всем позитивном и игнорируя негатив. So when we have a memory, a traumatic memory, or something is upsetting in our experience. Итак, если у нас есть что-то, что вызывает боль, что связано с воспоминаниями прошлого, it can upset the flow of qi in your body. Does everyone accept the Chinese medicine? We have energy flowing in our body, and it's called qi. В Китае течение энергии через тело называется чи. И как раз на этом мы и фокусируемся. So when you have a
a loud noise or some emotional, any trigger for fear or anxiety, your body energy gets disrupted. You feel it. Если что-то провоцирует страх или неуверенность в себе, то ваше тело, энергия, которая течет сквозь ваше тело, она ломается. So rather than saying, "Oh, I'm happy now," when you're actually feeling anxious, И вместо того, чтобы говорить, что «О, я счастлив и все хорошо», в то время как вы чувствуете внутри себя плохо, I found that it's better to do the tapping while you're feeling the negative. и я считаю, что лучше делать технику таппинга во время, когда вам плохо. Because that restores the flow of chi in your body and helps you deal with the emotion and the thoughts. И если использовать технику таппинга, это помогает восстановить поток энергии в теле и помогает вам работать как с эмоциями, так и с мыслями. I know that some of you have been through this before, so I want to make it as useful as possible. Я знаю, что многие из вас уже были на наших тренингах, вот поэтому я сейчас хочу сделать и для вас тоже максимально полезно, дать вам что-то новое. So the first step for working with the tapping is a setup phrase or a setup statement. So the setup statement is always, even though I have this problem, I deeply and completely accept myself. Чтобы начать заниматься техникой таппинга, необходимо начать с фразы, установочной фразы. И звучит она следующим образом. Если, даже несмотря на то, что я сейчас чувствую себя плохо, я принимаю себя. So we generally tap here while we're articulating, saying the setup statement. То есть мы начинаем постукивать себя по ребру ладони и произносим эту установочную фразу. And you can tap on either hand there. На любой из рук. I'm going to see if I can share my screen. Сейчас я проверю, могу ли я поделиться с вами своим экраном. I'm wondering if Alex can allow me to share my screen. Александр, вы можете позволить Энди поделиться изображением всего экрана? I'll share the points. Я бы показал вам точки прикосновения. Так, по-моему, сейчас он может это делать. Mm-hmm. Alexander says that now you can share your screen, Andy. Yes, thank you. Oh, this is more complicated than I. Сложнее, чем я думал. So let me know if you can see it. Дайте мне знать, как только вы увидите изображение. Ну, возможно, там в настройках нету экрана. Я сейчас попробую в самом зуме, но Энди может показать это на себе.
Okay, and if you something is not working, so maybe you can show us these points on yourself, please. I will indeed. I wanted you to have the. Да, я, конечно, могу это сделать, но хотел бы вам показать изображение. Okay, I'll work on this later then. Sorry. Хорошо, позднее вернемся к этому. Okay, so I think it's usually I show you the points later on, but I'm going to show you the points now. Обычно я показываю точки позднее, но я покажу их сейчас. So we generally start at the top and we work down. Мы всегда начинаем сверху тела и движемся вниз. So there's a point at the top, which is not in the center of your head, but at the crown, near the back. Начинаем обычно с макушки. Это положение не в центре головы, а чуть сзади, вот где начинается рост волос. So it isn't here, it's back here. And you can tap like this. This is not just one point, but like that. И вы можете делать прикосновение не одной точкой, а всеми 5 пальцами. This is an additional point. We didn't start with this, but the acupuncturists among us suggest that this is very useful as there are different meridians that pass through it. Это очень важная точка, через нее проходят меридианы энергии. Как это будет? Okay, and the next points are at the end of the eyebrow. We call them the eyebrow. Другие точки — это оконечность бровей. То есть край брови, как вы видите на экране. Oh, okay, there we go. Sorry, my computer is working weirdly today. Извините, мой компьютер сегодня что-то барахлит. Which is odd. Well, there's a handsome man. Так. Can you still see me? And there's a. Oh. Yeah, we see you and we see your screen shared. And that's Alex. Да, вот Алекс на ваших экранах. Александр. Alexander, yeah. Ага, и Энди покинул нашу трансляцию. Так, ну что ж, давайте рассказывать анекдоты, пока Энди нету. Так. Мы все еще видим его экран, или это ваш экран, Александр? Это мой экран. Сейчас я его... Так. Так, сейчас мы дождемся Энди. Что-то он... Так, кого-то у нас здесь не хватает.
Так, ну давайте, пока мы ждем Энди, может быть, в чате напишите, кто откуда, познакомимся и кто чем занимается по жизни. То есть кто врач, кто для себя это делает. Очень интересно, кто у нас сегодня учится. Так, сейчас, а я пока Энди напишу. Пауза затянулась, да, у нас это, как это говорится, кто-то родился. Так, я пока вот в чат сбрасываю, попросил аж 2 схемы. Так,